Всем привет! Вы на канале Dev Балкон. Да, я переехал и теперь сижу на балконе, а не на кухне. И это будет чудо, если у меня получится вообще хоть что-то снять, и я попаду в кадр, потому что у меня здесь стена, и я не могу подлезть с той стороны, чтобы посмотреть и убедиться, что там вообще хоть что-то записывается. Итак, с вами Егор, разработчик игр на Unity, а также программист с 15-летним стажем. И владелец 2 грыж и 3 протрузий в пояснице. Меня давно не было, я то переезжал, то болел, и вот свое возвращение я решил начать с такого обзорного видео. Я прочитал ТРИЗ и спешу поделиться впечатлениями. Если кто не знает, то ТРИЗ – это книга. Теория решения изобретательских задач. Это не учебник по программированию, это не книга по геймдизайну, это не какой-то сборник готовых решений для разработки игр. Эта книга вообще не про это, и не стоит открывать ее с ожиданиями, что, прочитав ее, вы получите набор каких-то прикладных приемов, после которых сможете писать крутой код и придумывать невероятные механики для своей игры. Когда ее читал, я вспоминал про Шелла, про его геймдизайн и бесконечное количество призм, через которые он смотрит на свою игру. В Тризе же автор постоянно оперирует разнообразными вип-полями, моделирует маленькими человечками, рассказывает про Ариз и приводит в пример различные научно-технические вундервафли. Так что если вы будете искать там какие-то советы по геймдизайну или решения для программиста, вы быстро разочаруетесь и закроете книгу. Но если абстрагироваться от всего лишнего, читать между строк, следить за ходом мысли, не отвлекаясь на какие-то конкретные детали, то книга раскроется для вас по-настоящему. Вы погрузитесь в мир системного мышления. Никаких готовых ответов. ТРИЗ – это не та книга, из которой ты можешь достать какой-то готовый прием, благодаря которому ты будешь придумывать какие-то гениальные дизайнерские решения, строить невероятную архитектуру, станешь таким крутым и опасным. Нет, она вообще не про это. Она про борьбу с мыслительной инерцией. Она про то состояние, когда ты вроде умный, вроде опытный, вроде разбираешься, но мысленно ездишь по одним и тем же рельсам. Смотришь в одну и ту же сторону, задачу рассматриваешь в одной и той же плоскости, решение ищешь в одном и том же наборе типовых правил. ТРИЗ же ломает эти устои не какими-то примерами, какими-то терминами, не какими-то замысловатыми конструкциями, а тем, что надо просто вытащить голову из мыслительной колеи. Остановись и подумай. Вторая важная мысль – это то, что не нужно бросаться в карьер и сразу бежать, сломя голову, решать задачу. Это распространенная уловка. Если что-то где-то в конкретном месте не работает, надо быстренько поправить это место и бежать дальше. Но очень часто так бывает, что проблема, которую мы пытаемся решить, это вообще не проблема в корне. Это лишь симптом, это следствие. Это какая-то конкретная ситуация, вызванная гораздо более глубокой причиной, на которую никто не смотрит. И вот это уже, как мне кажется, очень хорошо переносится и на геймдизайн, и на программирование. Если смотреть на это с точки зрения геймдизайна, то сейчас, по крайней мере в мобильной индустрии, вряд ли у какого-то геймдизайнера получится сидеть рядом с целевым игроком и наблюдать за его игрой. Он не видит, скучно игроку или нет, он не видит, заинтересован ли игрок в игре, как он проживает игровой опыт. Это все ему неведомо. Геймдизайнер сейчас видит только метрики, какие-то цифры в аналитических отчетах. Он видит конкретные точки, где игроки отваливаются, где падают удержания. Он видит, где игроки начинают топтаться в одном месте. По цифрам он может понять, что созданные им механики не вызывают у игрока такого отклика, на который он рассчитывал. И дальше очень легко можно начать решать проблему на уровне самих цифр. Тут чуть поднимем награду, здесь чуть ускорим темп, там сделаем врага слабее, тут добавим эффектов, а здесь добавим еще какой-нибудь стимул. Но главный вопрос часто вообще не задается. А что же стоит за всеми этими цифрами? Есть ли у игрока проблема с игровым темпом? Понимает ли он правила? Считывает ли он цель? Чувствует ли он награду? Какой опыт, в конце концов, он получает? Если обо всем об этом не думать и смотреть только на цифры, то мы будем заниматься симптоматическим лечением. В программировании все бывает примерно так же. Намного проще сделать быстрый фикс, не вникая в суть проблемы, просто для того, чтобы закрыть конкретный баг и отправить задачу дальше по пайплайну и забыть про нее и переключиться на что-то более важное.
Это не всегда верное решение, и у него могут быть последствия. Это простой и аккуратный способ спрятать проблему поглубже. Это история про замазывание трещины в стене, когда у тебя уже плывет фундамент. Поэтому прежде чем решать задачу, надо сначала внимательно ее изучить, понять, откуда она появилась, определить причины ее возникновения и точно ли нужно решать задачу именно в тех рамках, в которых она поступила. Многоэкранное мышление. Еще одна вещь, которая мне показалась интересной, это многоэкранное мышление. У каждого из вас сейчас перед глазами какой-то экран. У кого-то это экран ноутбука, у кого-то это монитор от обычного домашнего компьютера, у кого-то это 2 экрана или несколько. И вот системы, которые мы рассматриваем, мы представляем в виде каких-то экранов. И идея в том, что нельзя смотреть только на одну конкретную систему, которая находится у тебя перед глазами. Перед собой обязательно нужно иметь набор различных экранов. Надо смотреть на систему, надо смотреть на зависящую от нее подсистему, надо смотреть на управляющую ей надсистему. Это уже 3 экрана. А их может быть намного больше, потому что помимо текущего состояния систем, нам также необходимо еще брать во внимание прошлое этих систем. Нам нужно понимать, что привело их к такому состоянию, почему они устроены именно так. И к нашим нынешним 3 экранам мы прибавляем еще дополнительные 3 экрана. Это прошлое надсистемы, прошлое текущей системы и прошлое ее подсистем. Но это еще не все. Нам также нужно смотреть в будущее. Мы должны понимать, как наша текущая правка повлияет на все вокруг. Что она упростит, что она усложнит, что она может сломать через месяц, хотя прямо сейчас это выглядит отличным решением. И мы должны понимать, как будет выглядеть в будущем наша система, как это отразится на ее подсистемах и каким образом изменится ее отношение с надсистемой. Но мы очень часто смотрим на проблему слишком локально. Вот этот кусок кода, вот эта механика, вот эта конкретная фича, вот этот баг. И кажется, что нужно просто добить его и идти дальше. Но потом внезапно оказывается, что на этот кусок кода завязаны еще 3 слоя логики. Что эта механика конфликтует с ритмом игры. Или этот фикс создает новый долг, который обязательно вылезет позже. Очень важно видеть не только объект перед собой, но и его связи. Не только текущее состояние, но и историю. Не только текущую конкретную выгоду, но и последствия ваших решений. И это очень полезная привычка вообще для любого разработчика. Надо быть дерзким. И еще одна важная мысль. Надо быть дерзким. И не в смысле пафосным или не делать вид, что ты сейчас всех научишь жить, а в смысле не бояться выходить за рамки своей специальности, за рамки привычного образа мышления, привычного способа решения задач. Потому что мыслительная инерция – это не только про шаблонное решение, это еще про внутренние рамки, в которых мы сами себя запираем. Типа я программист и думаю только как программист и смотрю на задачу только со стороны разработки. Или я художник и я не лезу туда, где начинается чужая сфера влияния. Очень часто хорошее решение задачи не находится до тех пор, пока ты смотришь на проблему только со своей профессиональной табуретки. Пока программист думает только про код, дизайнер думает только про правила, а художник думает только про визуал. Ведь решение может быть где-то на стыке, и нужно не бояться вылезать за пределы своей зоны ответственности и смотреть на задачу не только в рамках своей специальности. Заключение. В общем, для меня ТРИС оказалось полезно не как набор готовых приемов, а как способ стряхнуть свое мышление. Она отучает от привычки хвататься за первый очевидный ответ. Она объясняет, насколько важна точность постановки вопроса. Ведь пока ты не поймешь проблему, любое решение будет неправильным. Поэтому я рекомендую ТРИС для прочтения. Но учтите, чтение местами будет очень своеобразным, но очень полезным. А если вы уже прочитали ТРИС, то пишите в комментариях, какое впечатление она оставила у вас. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, включать колокольчик и обязательно залетайте в Телеграм. Всем пока! До скорой встречи в новых видео!